Восточная сказка, немыслимая без базара, наполненного шумом, смехом, яркими красочными товарами, ароматом восточных специй и незабываемыми эмоциями, ожила и расположилась в самом центре Стамбула, в районе Султан Ахмед, примерно в километре от Айя-Софии и Голубой мечети. Это знаменитый Гранд-базар, настоящий восточный рынок, представляющий собой огромную площадь, простершуюся на много кварталов города, накрытых арками, крышами. Вся эта постройка датируется аж 1461 годом создания. Чрезвычайно трудно, прогулявшись по нему, не заблудиться или не разминуться со своими спутниками. Настолько он грандиозен и многолюден. Рынок знаменит также древней богатой историей. В Турции Гранд-базар принято называть Капалы Чарши, то есть просто крытый рынок. Каждый день эту часть Стамбула посещает около 500 тысяч туристов и покупателей, привлеченных огромным выбором товаров и незабываемой атмосферой восточного базара. На улочках Гранд-базара можно приобрести буквально все, от украшений, кожи и антиквариата до специй, пряностей и ковров. Кроме многочисленных магазинчиков и лавок, на территории Капалы-Чарши располагаются источники питьевой воды, несколько мечетей и ресторанов, а также старое кладбище. Жилые помещения здесь тоже есть на верхних этажах домов. Гранд-базар в Стамбуле – самый большой крытый рынок мира. По разным данным, здесь есть от 4 до 4,5 тысяч лавок. В Капалы-Чарши есть 60 улиц и 18 ворот, которые посещают до 500 000 человек. История рынка насчитывает 6 веков, его строительство началось в 15 столетии. С тех пор он несколько раз горел, страдал от землетрясений и перестраивался. По сути, это один из первых торговых центров на нашей планете. В отличие от рынков, он всегда находился под крышей. В Капалы-Чарши были продуманы галереи и внутренняя инфраструктура. Гранд-базар посещали многие знаменитости. Например, здесь бывал поэт Джордж Байрон. На крытом рынке Стамбула снимали один из эпизодов фильма «007». Джеймс Бонд проехался по крыше Гранд-базара на мотоцикле. Во время съемок работа рынка не приостанавливались. Люди даже не догадывались, что над их головами проходят съемки «Бондианы». Сегодня рынок посещают в основном туристы, а раньше здесь не только продавали. В Капалы-Чарши была биржа, банки, здесь можно было купить даже раба. До 19 века это был один из центров работорговли. До сих пор на территории внутреннего Дагестана можно найти старинные ювелирные изделия и бижутерию, иконы, сабли и кинжалы, ручки которых инкрустированы драгоценными и полудрагоценными камнями. Также внимание посетителей привлечет серебряная посуда и подсвечники. Если внимательно присмотреться ко всем этим вещам, то откроется вся история Стамбула с его красивым, романтическим, героическим, а порой и трагическим прошлым. Торговцы за красивыми тележками зазывают всех
попробовать жареные каштаны. За несколько лир можно перекусить поджаренными перед вами каштанами, заботливо положенными в бумажный пакетик. Благодаря этим палаточкам над городом плывет запах жареных каштанов, будто это Франция, а не Стамбул. Один из старейших базаров Стамбула – рынок Араста, построенный рядом и в одно время с голубой мечетью на старых руинах дворца византийских императоров. Рядом с рынком есть музей, главными экспонатами которого являются мозаики с пола одного из залов этого дворца. Мозаики были обнаружены в 30-х годах прошлого века при раскопках в окрестностях рынка. Также этот рынок называют Сиппахиллер, что переводится как «атаманская конница». Связано это с тем, что в османский период здесь продавалось снаряжение для лошадей и конюшен. Базар Араста был уничтожен при пожаре в 1912 году, и до 80-х годов это было место занято трущобами местных жителей. После их сноса рынок был полностью восстановлен, и сегодня это один из главных базаров Стамбула. Особенно интересен он как раз туристам. Здесь продается множество сувениров, памятных подарков, ковров, турецкая одежда и многое другое. Рынок представляет собой узкую улицу, по обеим сторонам которой находится около 70 магазинов и лавок. Базар Араста – отличное место для покупок туристов, а также возможность избежать шума и толчии Гранд-базара. Что такое тандурма, знает далеко не каждый турист, побывавший в Турции. А между тем, не попробовать этот национальный десерт просто преступление. Его вкус, консистенция и аромат не оставляет равнодушным ни одного сладкоежку. Мороженое из орхидей звучит необычно и даже романтично. И действительно, в тандурме необычно все, хотя, конечно, есть в ней и привычные нам ингредиенты, например, молоко. Но замечу, молоко козье, что даже выбивается из наших представлений о мороженом. Но все же основа рецепта – орхидея, а точнее порошок, получаемый из клубней диких орхидей определенного сорта, который потом размачивают. Кстати, из него же приготовляют традиционный напиток салеп. Базар Араста – это не только место для грандиозного шопинга, но и хорошее, приятное, а также полезное времяпрепровождение. Внутри рынка есть кафе, где можно вдоволь насладиться турецкой кухней, расслабиться и покурить кальян, и даже посмотреть шоу. В 7 вечера начинаются бесплатные танцы дервишей. Танцоры в пестрых юбках – завораживающее зрелище, как ни крути.